Привет! Тема «Реализм». Реализм в философии обычно рассматривается как позиция по отношению к другим предметам. Реализм в отношении определенного рода вещей – это тезис о том, что этот вид вещей имеет независимое от разума существование, то есть, что это не просто видимость в глазах смотрящего, это включает в себя ряд позиций в эпистемологии и метафизике, которые выражают, что определенная вещь существует независимо от знания, мышления или понимания. Это может относиться к прошлому и будущему, другим умам, хотя может также относиться менее непосредственно к таким вещам, как универсалии, математические истины, моральные истины. Однако реализм может также включать различные позиции, которые полностью отвергают метафизические трактовки реальности. Реализм также может быть взглядом на свойства реальности в целом, утверждая, что реальность существует независимо от ума, в отличие от нереалистических взглядов, таких как некоторые формы скептицизма и солипсизма, которые ставят под сомнение достоверность чего-либо за пределами собственного ума. Философы-сторонники реализма часто утверждают, что истина заключается в соответствии между когнитивными представлениями и реальностью. Реалисты склонны полагать, что все, во что мы верим сейчас, является лишь приближением реальности, но что точность и полнота понимания могут быть улучшены. В некоторых контекстах реализм противопоставляется идеализму, сегодня его чаще противопоставляют антиреализму, например, в философии науки. Древнейшее употребление термина реализм встречается в средневековых схоластических интерпретациях и в древнегреческой философии. Термин происходит от позднелатинского «realis» – «настоящий» и впервые был использован в абстрактном метафизическом смысле Иммануилом Кантом в 1781 году. Метафизический реализм – это точка зрения, согласно которой большинство объектов, существующих в мире, существуют независимо от нашего мышления и имеют свою природу, независимо от того, как мы их представляем, если вообще представляем. Наивный реализм – это философия сознания, основанная на теории восприятия здравого смысла, которая утверждает, что чувства обеспечивают нам непосредственное осознание внешнего мира. Наивный реализм состоит в том, что объекты обладают свойствами такими, как запах, вкус и цвет, которые обычно воспринимаются абсолютно правильно. Мы воспринимаем их такими, какие они есть на самом деле. Научный реализм – это представление о том, что мир, описываемый наукой, является реальным миром, как он есть. В философии науки это часто формулируется как ответ на вопрос, как объяснить успех науки. Споры о том, что включает в себя успех науки, сосредоточены главным образом на статусе ненаблюдаемых сущностей, о которых, по-видимому, говорят научные теории. Как правило, те, кто являются научными реалистами, утверждают, что можно с уверенностью утверждать о ненаблюдаемых вещах, а именно, что они имеют тот же онтологический статус, что и наблюдаемый. Философы-сторонники аналитической философии, как правило, привержены научному реализму в том смысле, что рассматривают научный метод как надежное руководство в природе реальности. Моральный реализм – это позиция, согласно которой этические предложения выражают суждения, относящиеся к объективным особенностям мира. Эстетический реализм не путать с эстетическим реализмом, разработанным Элли Сигелом, или реализмом в искусстве. Это точка зрения, согласно которой существуют независимые от разума эстетические факты.